Всем еще раз здравствуйте. Это продолжение проекта 4G интернет в деревне. В общем, мне пришел снова SIM-инжектор от Дмитрия. Вот. Я ему его отправлял назад, потому что первый, который вариант мне приезжал, ну, это тот же самый, только он отремонтированный. У того нижняя часть SIM-инжектора у меня сгорела, потому что я когда обжимал, у меня попали, то есть, два провода в один канал. Вот. Я их обжал, не знаю, как так получилось. Может, коннекторы такие, может, еще что-то. Но я не проверял ни тестером, не звонил, ничего. Когда все собрал, уже все подключил, у меня нижняя часть, куда сим-карта вставляется, у сим-инжектора, в общем-то, начала сильно греться и пошел дымок. Вот. Я это все дело быстро, как говорится, отключил, обесточил, списался с Дмитрием. Он написал, что надо отправить ему, он посмотрит, и если будет вероятность починки, то починит. Если нет, то я был готов, в принципе, даже на новый SIM-инжектор. Ну, то есть на обе его части, и наверх, и на низ. Вот, потому что вещь хорошая. Если 24 вольта питание вместе вот с понижайкой ставишь, то более 20-25 метров, то есть метров до 100, я думаю, даже будет работать. Это, опять же, я не проверял, просто мои, как говорится, мысли. Вот. В общем, я это все дело собрал. Он мне прислал вместе с SIM-инжектором отремонтированным уже вот такую понижайку с 24 на 12. Вот. И я теперь буду пользоваться не родным блок питания, который шел с флешем, да, который я покупал у Интернет Иваныч. Вот. А буду пользоваться уже блоком на 24 вольта. То есть и без разницы, у меня будет 10 метров провода или 5 метров провода, или, например, у меня будет 70 метров провода, все равно это все дело должно работать. Вот. Но у меня здесь максимум это, не знаю, если даже я вот с этой стороны здесь будет стоять мачта, вот здесь будет стоять мачта за этой стенкой. Если даже я отсюда перенесу мачту на другую сторону дома, да, вот, то оттуда придется тянуть провод к этому окну, потому что здесь вот у меня будет. Вот. Ну, потому что здесь большая комната, здесь и телевизор, и компьютер, как бы, поэтому я решил вводить сюда. Вот, а отсюда уже или меш, или еще как-то. Это уже дело второе. Здесь только Band 3 у этой вышки. И мегафон вот у той вышки тоже только Band 3. Вот. И тут две частоты есть только у Теле2. Здесь можно поставить лестницу, вот как она стоит. Вот эта мачта. И здесь есть мегафон. Потом вон там есть село, вот в той стороне. Там есть МТС вышка. И если мы вот так развернемся, то вот в той стороне МТС, на которую я буду и целиться. Сейчас, кстати, я вас покажу здесь. Вышечка вот эта вот. Вот рядом с ней не знаю, что это за вышка. Потом, какие плюсы вообще у этого всего дела? Во-первых, здесь гигабитные порты. И если все сложится хорошо, и у меня здесь будет лучший интернет, там оператор увеличит, тогда и т.п., то у меня будет здесь неплохой интернет. Вот. Так как этот L860, и он позволяет, в принципе, нормально работать. То есть, вот как-то вот так. Еще почему я здесь ставил эту, как ее, мачту, потому что вот в той стороне где-то там город находится, километрах примерно, ну, 9-8, если напрямую. То можно туда еще направить, поставить сюда, например, какой-нибудь параболик помощнее, да. И если здесь совсем все будет плохо забито, эти вышки будут, да, можно будет попробовать все-таки на город стукнуть. Ну, на крайняк еще ее нарастить. Вот. Как бы
вот так вот. Это просто мысли, я ни в коем случае никого ни к чему не принуждаю. Вот делаю так, как делаю. Кому-то вдруг будет полезно. Вот. Сейчас я это все закрываю и ставлю вот на эту макушку мачты, присоединяю, сюда креплю и все ставлю. И потом я сниму, как это все получилось наверху. Вот. Что еще хотел сказать по поводу вот этого флеша. Я не знаю, как там, кто его переделывал. Вот. Он все работает, в принципе, без нареканий. Но его просто кнопкой Reset скинуть нельзя. Вот. Там надо какую-то программу, что-то скачать. Как-то через пень-колоду зайти, включить, переключить. Поэтому ищите полноценный, если флеш будете ставить, полноценный переделанный флеш. Это ищите. Вот, не недоделанный, вот как у меня, да, вот этот получился, а полноценный, где кнопочку нажал, вот, и он перезагрузился, скинулся до заводских, иначе вы словите геморрой, вот как я. Вот. Нажмете что-нибудь не туда, надо будет скинуть до заводских, и вы все, и пиши пропало. Вот, поэтому, если будете покупать у кого-то такой флеш, уточняйте, до конца он переделан или нет, работает ли кнопка Reset, то есть полноценно, или не работает. Вот. И неважно, где вы будете покупать, у интернет Иваныча, вот, или еще где-то на Авито, в общем, смотрите сами. Вот. Я как бы покупал у интернет Иваныча, я все риски осознавал, хоть он там и говорил, что типа они переделаны, все, проблем нету, но если что, он же их не сам делает, правильно, их ему кто-то делает, он их также покупает, перепродает, вот. Поэтому к нему, в принципе, я как бы, ну вот так получилось, вот. Но из ситуации я вышел, я просто, если он крякнет, я его выкину, короче, и куплю нормальный, полноценный сюда, или флеш, или гигу, или посмотрим, может, кинетик какой разберу, вот. В общем, пока все вот так. Дальше включусь. Покажу, как это все я поставил, по скоростям, по замерам, все покажу. Итак, ребят, в общем, не обращайте, там кто-то пилит или что-то еще делает. Вот, надеюсь, меня слышно. В общем, вышка это вот, как я показывал уже, да, в это окно будем, прежде чем ставить на мачту, попробую протестировать сначала хотя бы, ну, что я все правильно там подключил, вот. Хотя бы здесь сначала, да, потом уже туда. Просто оттуда снимать еще раз для меня как-то вообще не очень. По поводу блока питания. Вот такой блок питания я купил. Покупал в Ситилинке. Вот, кому надо, обращайтесь. Ситилинк. Так, здесь, то есть, POE. POE это из блока этого, идут от SIM-инжектора. И LAN это в ноутбук. Вот. Так, это все можно включать. Загорелось. Здесь симка вот вставлена. Так, здесь у нас написано, что уже есть какая-то сеть. С одной руки неудобно. Так, это Wi-Fi, да? Wi-Fi отключимся пока. Сейчас она прогрузится, это все дело. А вот идентификация началась. Нам надо зайти на 192 на кинетик, короче. Так, здесь админ и войти. Так, в общем, у нас все прогрузилось. Здесь написано, что подключен 860 тыры-пыры 8 дыр. Короче, потом идем вот сюда и посмотрим вообще, что у нас показывает по вот этим метрикам. Но это сейчас без мачты, это просто смотрит в ту сторону. Я думаю, что будет немножко получше. Вот, здесь band 3. Нету как бы этих двух частот.
Или агрегации, как там она правильно называется. Да что ты будешь делать? Так. Здесь вот такие параметры, в общем, кому интересно, да? Но я думаю, важнее всего вот эти вот все. В принципе, все в зеленой зоне, даже довольно-таки неплохо, даже для меня чайника. Вот. Сейчас замерим спид-тест. Сейчас вечер у нас 19:36. Я где-то в обед мерил, тоже тестировал, да, когда только SIM инжектор это все в коробку собирал. Тоже примерно так же было, но иногда доходило до 50. Вот. Но сейчас вечер, возможно, побольше народу там пришли домой, смотрят, может, YouTube, фильмы, там, не знаю, телевидение или по WhatsApp общаются. Вот. Поэтому сейчас, ну, то, что имеем, как бы. Тут, я думаю, что вышка дает, мы на это особо повлиять как бы не можем. И еще сейчас разок. Ну, как по мне, неплохо. Лучше, чем 5 или 3, там, или 10, правильно? В принципе, вообще нормально. О, сейчас вообще под полтос. Но я очень надеюсь, что на мачте будет лучше. Здесь может еще, так как через стекло, и возможно искажается сигнал, ну, преломляется там как-то, и не очень хорошо сигнал проходит. Так, ну, в общем, вот так. Так, ребят, в общем, уже ночь. Вот, в общем, вроде все поставил, закрепил. Сейчас осталось ее, короче, повернуть туда-сюда, чтобы понять хотя бы по сигналу, хотя бы плюс-минус. Просто там ноутбук внизу, здесь не будет неудобно. Я вот через Wi-Fi хотя бы как-нибудь по метрикам сейчас подвигаю. Пару раз скоростей замеряю. И как бы на этом, я думаю, что хорош. Она вот уже, наверное, нормально будет. Ну вот так примерно она прям смотрит на эту вышку, чтобы сразу померить. Так. Ну, в принципе, нормально. 40 есть, да? Почти. Комары меня сейчас сожрут тут наверху. Тут еще неудобно, держаться не за что, блин, кроме этой мачты. Она еще даже закреплена не это. Не очень. А вот обратка-то не особо, да? Сейчас еще разок. И потом повернем в другую сторону. Не в другую, а или правее, или левее. Посмотрим сейчас. 79, да? Комары сжирают просто. Так, время сейчас 20:28. То есть, грубо говоря, все дома сейчас. Кто в интернете, наверное, кто чего. Так, давай немножко повернем. Хотя сигнал, в принципе, неплохой. Как бы, как по мне. Так. Вот сейчас чуть еще левее повернул. Еще померяем. Ну, что-то вообще слабо. Еще разок сейчас замеряем и верну назад. Так. Еще левее попробовать.
Просто там как бы вроде две вышки, да? Одна такая высокая башня, вот я вам видео показывал. А есть там еще такая, она пониже, короче. Вот. Я, честно говоря, не знаю, что это вообще за штука там стоит. Но я, короче, гуглил и так и не нагуглил. Он показывает только Бен 3. Что-то как-то вообще непонятно, как ее фиксировать. Комары сейчас съедят. В общем, я не знаю, как ее еще крутить. Но вот этот Синер, он, короче, вот все время, короче, бегает. RSRQ, вот он как хотя бы ни туда, ни сюда, да. 9-10 как бы нормально. Но Синер трындец. Сейчас еще пару раз замерю, правее еще попробую. Покручу немножко. Если ничего не изменится. Ага. В общем, надо было вообще пинг, он какой огромный, офигеть. Да, что-то совсем кисло. Еще разок. 8-10 грубо, да? Ну, хоть пинг поменьше. Ну, это ж куда не шло. Еще разочек. Ну, вот уже на что-то похоже, да?
Ладно. Еще сейчас попробуем. Повернем куда-нибудь. Чуть-чуть. В общем, я пока вот так оставлю. Вот. Возможно, потом повернем обратно куда-нибудь. Блин, ну пинг просто огромный. Так, а если 2,4 попробовать? А он, наверное, есть 2,4, да? Это же 2G. А, вот, 5 ГГц. Ну да. Ладно, а что, пока так оставляем. Вот такие вот показатели зафиксируем. Посмотрим, что у нас на ноутбуке. По кабелю, так сказать. Вот. И потом будут у нас выводы. Все. Так, в общем, ребят, уже темно, на улице ночь. Я оттуда еле слез. Там ничего уже не видно. Примерно на башню я навел эту антенну. Вот. В общем, вот такие вот показатели получил. Вот это вот так и прыгает. Я, в общем, не знаю, как с этим бороться. Наверное, какие-то помехи, может, другие башни, потому что их здесь две, как минимум, рядом. Вот они стоят. Вот. И, собственно, у нас Band 3, ничего не изменилось. И сейчас померяем вообще, что по скоростям. Это по проводу, то есть вот провод подсоединен, и он идет к SIM-инжектору. Вот SIM-инжектор, здесь симка, и в розетку. Вот. И сейчас посмотрим, что получится у нас. 56. Ну, в принципе, как бы неплохо. Вот. Но там на телефоне по Wi-Fi я приложу это, как я там наверху, когда крутил. Вот, приложу это тоже к видео. Там немножко другие скорости были. Ну, похуже, скажем так. Вот сейчас пару раз потестируем. И завтра будет светло. Я покажу, как это все стоит. Время для справки 20:43. Вот. И еще сейчас разочек. И еще разочек. Бог любит, как говорится, троицу. И обраточка. Обраточка вообще хорошая.
Вот. Ну, пока все расцветет, солнышко встанет, посмотрим, что там у нас получилось по темнушкам. Итак, у нас 6 утра. Показания, в принципе, такие же. Вот так пока. Так, в общем, экспериментальный наш образец стоит вот так. Это полная высота этой мачты. Вот. И ее я поверну вот на ту башню. Вот. Там ниже еще есть башня какая-то стоит, но я не знаю, что это такое. Вот, возможно, какой-то, не знаю, усилитель там или еще что-то. Вот, но, в общем, я целился, короче, в ту сторону. Вот так вот. Пока все оставлю так. А там посмотрим, как будет. Эксплуатация покажет. Еще с этой стороны тоже зафиксируем момент. То есть вот это наша антенна. И вот это. Вот она башня. Вот. Вот антенна. И вот башня. Но вроде туда смотрит. Так что как бы вот так.